Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим про дополнительные инструменты, которые доступны в программе, скажем так, которые помогают нам и ускоряют наш процесс создания букв. Возможно, в ходе уроков вы могли заметить, что я часто ссылаюсь на некую property bar или панель свойств инструмента, в которой отображается какая-то полезная или бесполезная информация. Если вдруг у вас такой панели нет, то вам нужно ее включить. То есть я имею в виду, что если я, например, выбираю какой-то инструмент, то в зависимости от того, что это за инструмент, у меня могут меняться его значения. Вот, например, я выбрал инструмент линейку, у меня сверху вот такая штука появилась, в которой какие-то цифры бегают. Например, я могу здесь какой-нибудь добавить вот такой вот элемент. Или, например, я выбираю инструмент текст, и сверху у меня вот такие вот штуки появляются. Если вдруг у вас этого нет, то включите это в настройках. Для этого перейдите в вкладку View, и здесь нас интересует Control Bars, и выберите пункт Property Bar. И здесь же текст бар можете, если что, включить, если у вас его нету, если вам не хватает вот такой вот строчки, где можно набирать текст. Если вы носитель любого языка, кроме английского, возможно, некоторые или вообще никакие клавиатурные комбинации у вас не работают. То есть, грубо говоря, вы там набираете какую-то Ctrl-C, Ctrl-V, она еще работает, а Ctrl-J, либо Ctrl-T или так далее не работают, хотя вы их нажимаете и вроде бы должно работать. Возможно, у вас установлена либо старая версия FontLab, либо просто не включена соответствующая настройка, которая умеет распознавать горячие клавиши, большинство из горячих клавиш, если вы находитесь не в английской раскладке. Для этого вам нужно зайти в настройки и включить соответствующий пункт. Если мы перейдем во вкладку General, мы здесь можем найти пункт под названием Non-English Keyboard, то есть не английская клавиатура. Если я поставлю здесь чекбокс, то даже если я буду находиться в русской раскладке, я могу пользоваться клавиатурными сокращениями, и они будут работать. Но не везде это работает, но в большинстве случаев это работает. Опять же, если вы находитесь в какой-нибудь версии 6 FontLab или 7, то там даже при включении этой настройки на Windows, насколько помню, русские клавиши не работают. Это исправили значительно позже, поэтому, если что, просто имейте в виду, что либо обновите программу, либо пользуйтесь только английской раскладкой. Как вы могли заметить, я всегда работаю с сеткой, но, возможно, по умолчанию у вас сетки этой нет, она просто не включена. И в этом случае вам нужно, соответственно, ее включить. Делается это просто. Либо вы включаете ее вот здесь, но если вдруг у вас этой кнопки не видно, возможно, у вас экран небольшого размера, поэтому вот эта часть информационных клавиш, она просто отключена. Тогда можно ее включить в разделе View. View, измерения и пункт сетка. Она дублирует вот эту кнопку, поэтому в целом, если вы ее видите, достаточно ее включить здесь. А вот ее размер можно создать в настройках. По умолчанию оно равняется значению 10 юнитам в увеличенном размере. И при отдалении мы видим сетку 100 на 100. В общем, чтобы ее настроить, заходим Edit, настройки. Здесь нужно найти вкладку, которая отвечает за сетку. Она так и называется. И здесь мы можем задать ее значение 10 на 10 юнитов. Можем выбрать ее цвет, можем выбрать прозрачность точек, которые у нас идут на пересечении. Обычно я их делаю чуть-чуть темнее. В общем, это дело мы применяем и жмем ОК. Но так это настраивалось в ранних версиях. Если у вас 8-й FontLab и его билд ранее, чем 9000, где-то примерно вот в этот период немножко произошло обновление. Теперь мы можем задавать размеры сетки для каждого конкретного отдельного мастера в настройках FontInfo. Я могу зайти в FontInfo и там это настроить. И вообще в целом глобальное изменение этих настроек я пробовал переключать, оно почему-то не срабатывало. Может, я делал что-то не так. В общем, раньше это работало, сейчас это не работает. Поэтому, если у вас такая уже история, что оно никак не обновляется, возможно, у вас просто свежая версия. Если вы зайдете в FontInfo, то во вкладке Font Dimension вы можете обнаружить, что есть новый пункт под названием сетка. И в нем вы уже можете задать его размеры, скопировать на другие слои и так далее. То есть теперь это настраивается здесь. По умолчанию значение стоит 10 на 10. Это берется из стандартных настроек, судя по всему. Но если вам нужно задать какое-то определенное значение, например, 10 на 20 юнитов, вы это можете задать здесь, нажать ОК, и в принципе все будет как надо. Как вы могли заметить, у меня линии замера высоты прописных, ассендера, базовой линии и так далее тянутся через всю рабочую область. Это, скорее всего, должно быть по умолчанию, но возможно у вас
это происходит не так, выглядит это иначе. У вас, например, выбрана какая-нибудь отдельная буква, и вот эти вот линии находятся не с краю, а вот здесь. Переключить это можно в настройках. И чтобы это включить, мы заходим туда, и здесь нам нужно найти вкладку, отвечающую за сетку, направляющие и так далее, и снять чекбокс, либо включить его в данном случае. Я вот его включаю, жму Apply, и вот у меня все ограничено только текущим глифом. Даже если рядом будет какой-то другой глиф, я переключаю, и оно у меня находится только здесь. Но мне такой вариант кажется неудобным, поэтому я его включаю через всю рабочую область, жму ОК, и все у меня растянулось. Теперь все буквы у меня находятся на этих воображаемых пунктирных линиях. Если в процессе работы над шрифтом вы настраиваете метрики, выстраиваете значения опроши справа, слева, и у вас вылазят какие-то непонятные значения, вы вроде бы выставили выражение или выставили какое-то значение, а у вас почему-то, как-то все некорректно расставляются расстояния между буквами. Возможно, у вас включена линия метрик. Выглядит она вот так. Это вот такая штука, которая рассчитывает расстояние от одного края до полуопроша, до края полуопроша, до другого. Ее можно приподнимать, можно приопускать, и в зависимости от того, какие у вас выражения стоят, расстояния могут меняться. Это иногда может носить путаницы. И поэтому я обычно ее отключаю, чтобы она мне не мешалась. В принципе, вот это лишнее внимание привлекает. В общем, так себе история. И чтобы ее отключить, нам нужно перейти в View и отключить ее вот здесь. В целом, вообще, зачем она нужна? Она нужна, чтобы настраивать метрики в шрифтах, например, с засечками. Но как именно она работает, я еще пока не разбирался и в своей работе ее не применяю. Поэтому мы ее отключаем и просто ей не пользуемся. Возможно, в будущем я как-нибудь запишу об этом отдельный урок. В недавних версиях программы появились виджеты. Возможно, у вас их нету, либо по умолчанию они уже включены, но выглядит это вот так. Во вкладке View можно включить виджеты. И здесь, в зависимости от того, какой выбран режим, они переключаются и подстраиваются под каждое конкретное окно. Их можно двигать, если это у нас не задано настройками. Здесь мы можем настраивать метрики, здесь мы можем видеть цвет, информацию об этом глифе, задавать кертинг-класс и так далее. Все это у нас в этом окне можно делать. Но я обычно им не пользуюсь, потому что меня отвлекают лишние вот такие вот штуки. Но в целом вещь интересная, потому что она разбавляет скучный интерфейс программы, потому что, как минимум, она цветная в зависимости от того, какой цвет ячейки у нас здесь используется. Если, например, возьму, поставлю здесь красный, она станет красная, а это будет зеленая, потому что она подтягивает цвет, который выбран у нас во флаге этой ячейки. Но в целом, если у вас небольшой экран и вам нужно экономить место, то ее, во-первых, имеет смысл отключить, а во-вторых, все то, что мы видим здесь, можно настраивать в строке состояния Property Bar, потому что, по сути, это все дублируется сверху. А зачем нам два раза одно и то же? Тем более у нас еще есть различные вкладки и панели, которые мы потом с вами добавим в рабочую область или уже добавили. В общем, это лишний инструмент, который дублирует все то же самое, что мы видим уже здесь в интерфейсе. Поэтому я ее обычно отключаю, чтобы она просто мне не мешалась. Иногда из-за размеров вашего дисплея вы просто можете не видеть часть инструментов, которые у нас есть. Во-первых, сами панели, которые мы видим в окне FontLab, можно пролистывать, потому что они у нас, как видите, имеют вот такие вот штучки сверху и снизу. Да? То есть, если у нас открыто очень много панелей, можно их прокручивать вверх-вниз. Или, например, можно вообще их посворачивать и тогда открывать только то, что нам нужно. Но это сейчас не об этом вопрос. Если мы посмотрим вот сюда, то мы увидим панель Toolbar, которая у нас содержит в себе инструменты, но, возможно, вы видите только верхнюю часть. И вообще часть инструментов не видите. А вот такие переключатели, которые у нас вот здесь есть, вы просто не видите, и вам бы хотелось их видеть. Попробуйте сделать вот что. Открепите эту панель и прикрепите ее не вертикально, как здесь, а горизонтально. Тогда вы, скорее всего, увидите все инструменты, включая вот эти переключатели, потому что, как правило, ширина дисплея любого, она больше в 1,5-2 раза, чем высота. Значит, поместиться туда должно все. Так что, я думаю, это должно решить вашу проблему. Но если вам и этого недостаточно, вы можете включить дополнительно панель View, которую можете передвигать, сворачивать и так далее. И там вы сможете найти не только все эти инструменты, с которыми вы часто работаете, но и множество всяких других штук. Поэтому переходим во вкладку Window, панель и находим пункт View. Открываем его, и здесь мы видим что? Мы видим кучу разных инструментов, настроек, все то же самое, что мы видим вот здесь, и включая дополнительные штуки, там кузины какие-то, прочие всякие штуки. Здесь можем включать отображение аутлайнов, можем сделать включение
привязки к контуру, там вот всякие какие-то вот такие штуки. Все это мы можем здесь включать и выключать, и при этом мы можем ее свернуть, вот так, чтобы она нам сильно не мешалась, и развернуть. А это у нас переключение альтернативного отображения. Чтобы переключить на альтернативную систему отображения нашей рабочей области, мы можем перейти во вкладку View и включить альтернативный внешний вид нашей программы. Включаю ее, и здесь у меня по умолчанию выглядит все вот так. Здесь наименьшее количество каких-то инструментов представлено. Можем здесь, по идее, наверное, включать и выключать какие-то панели. Попробую сейчас подгрузить сюда рабочую область. Например, вот такую. Там у меня была стандартная, а здесь у меня стоит вот такая. Попробую отключить альтернативный вид. И мы что видим? Мы в принципе ничего не видим. У нас все остается как есть, только при альтернативном внешнем виде у нас пропадают сетка и прочие всякие штуки. То есть вот эти штуки, которые вот здесь, они все отключены. Зачем это нужно, не знаю, но в общем, возможно, это вам покажется удобным, чтобы видеть наименьшее количество какого-то мусора на панели FontLab. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.